Этот провокационный пример в данном видео был приведен, дабы показать вам, что даже устоявшиеся годами стереотипы можно сломать при правильном... Стиль игры определяет билд. Билд определяет тип эмблем и то, как мы их распределяем. А эмблемы, в свою очередь, подчеркивают и билд, и стиль игры. Но не стоит забывать и о типе героя, однако тип это не класс. Сложно, да? Не переживайте, все гениальное просто, и сейчас мы со всем этим разберемся. Поехали! Сегодня я постараюсь заложить в ваших светлых умах фундамент грамотного формирования билдов, предметов и эмблем, а также более широкого и правильного понимания сильных сторон и особенностей геймплея тех или иных героев. Давайте разберемся с моим высказыванием в начале ролика. Что же я имел в виду? Мы все и каждый схожи в одном. К примеру, мы игроки Mobile Legends, но в остальном мы совершенно разные и нет двух идентичных игроков. Каждый из нас любит разные классы, кто-то любит Чу, кто-то Зелонга, кто-то Роджера. Представим, что я и Визер любим керри. Визер говорит, что... Вы обязательно собираете меч охотника на демонов следующим предметом. Не золотой посох, ни что-то другое, именно меч охотника на демонов. Это важно, важнейший предмет в билде на кэрри. А я в своем старом гайде еще на тот момент простыми аргументами и сравнениями на протяжении видео даю понять, что меч для нее это не топ, причем практически с любой стороны. Вы, допустим, смотрите и соглашаетесь, но в конечном итоге я внезапно говорю вам, что Визер все-таки прав, и вы замерзли. А прав он потому, что меч в некоторых ситуациях будет эффективен против жира, например, против хила со служей, а против танка с меньшим количеством здоровья, но с большим показателем физзащиты, его лучше заменить другим, более эффективным предметом. Но это только при условии, если у вас есть золотой посох, и я заявляю вам, что потенциал этого героя раскрывается в полной мере именно золотым посохом, который к тому же нужно собирать на керри первым предметом. А покупать первым предметом меч охотника, либо купить его и не собрать далее золотой посох, это полный бред. Сейчас я понимаю гораздо больше нюансов, которые не были рассмотрены мной в гайде на керри. Возможно, в ближайшем будущем я выпущу обновление моих гайдов в одном видео. Возвращаясь к теме моего видео, например, мой товарищ Мейнир Москова любит эмблемы стрелка с электровспышкой, а я люблю эмблемы убийц с третьим перком, и мы не раз спорили с ним об этом. В конце каждый при своем мнении, ведь он видит все своими глазами, у него свой стиль игры, у меня свое понимание и свое видение. Это правильно и это приветствуется, но есть одно но. Кстати, кто-то на Москве играет через говорящий с ветром плюс ярость берсерка, а кто-то через багровый призрак плюс ярость берсерка, а кто-то играет вообще через эти три предмета сразу. Однако, к сожалению, в нынешних реалиях все смотрят и повторяют друг за другом, как при выборе билдов, так и при выборе раскладки эмблем. Это бездумно и глупо. Зайдите в таблицу топ-глобалов, откройте любой класс, например, пускай это будут убийцы, и на Алукарде первые 4 игрока используют один и тот же билд предметов, но это же просто смешно. А по эмблемам чаще всего мы встретим что? Ну, конечно, 3 на скорость бега, 3 физ проникновения, 3 перк. И некоторые из вас подумают, а что, можно было иначе? Я вам скажу, да, ребята, иначе можно было, иначе было нужно. Знаете, когда видишь вкачанный перк с физкритом, начинает казаться, что человек не мыслит шаблонами, однако в данном случае, обращая внимание на билд предметов, которые он использует, понимаешь, что у него нет предметов, которые повышают шанс крита. Это неправильный пример прокачки эмблем. Как я уже и говорил, эмблемы подчеркивают билд. Вот пример правильно распределенных эмблем. У этого игрока есть в билде 2 предмета, которые дают ему суммарно 50% к шансу крита. И от эмблем он получает еще 7%, то есть в сумме 57%. Возможно, его стиль игры, то есть его позиционка, ведение боя и прочие моменты подразумевают их существование. Ему так нравится, он так привык и так играет эффективнее. Но это еще не все. Если сослаться на мои слова, то кто-то может сказать, а мне нравится на Лисунсине с мимолеткой играть. Это мой стиль игры. Нет, ребят, есть предметы, которые объективно бесполезны. Вы с опытом каждый к этому придете. Исходя из всего вышесказанного мной, надеюсь, все поняли, что подразумевалось под моими словами стиль игры в большей мере и в меньшей мере игровая ситуация, то есть, например, там, пик героев, определяют билд. Билд, повторюсь, определяет тип эмблем и то, как мы их распределяем, так как ними мы делаем акценты на физкрит или на физпроникновение, а может и на вампиризм от навыков, хотя это еще далеко не все, что влияет на наш выбор. Также существуют типы героев и особенности их геймплея. Я говорю сейчас не о классах, это важный момент, очень важный, и эту тему мы обязательно затронем в следующем видео данной рубрики.
Сейчас я хочу на примере Хаябусы разобрать два кардинально разных билда предметов и эмблем, дабы показать вам то, что альтернативы всегда имеют место быть, и все то, что мы видим в таблице топ-глобалов, это далеко не предел фантазии, не является каким-то эталоном, либо примером для подражания. Прежде чем делать какие-то выводы, предлагаю внимательно ознакомиться с моим детальным сравнением, и дабы быть максимально в курсе, советую не мотать видео. Но аргументов, ребят, у меня более чем достаточно, а цифры говорят сами за себя. Приступим. Первый билд классический и всем привычный билд с высоким уроном. Общая стоимость предмета в 11 910 золота. Эмблемы под него берут зачастую такие: 3 скорость бега, 3 физ проникновений, 3 перк. Все очевидно. Повышаем скорость ротации на карте и максимизируем урон за счет физ проникновения и уймы предметов, повышающих физ атаку. Обозначив это как вариант 1. Следующий билд нестандартный, предметы, в которые подбирал я, исходя из некоторых соображений, которыми буду делиться с вами по ходу разбора и сравнения. Эмблемы в таком случае должны быть совершенно иными. 3 перезарядка навыков, 3 вампиризм от навыков и без вариантов 3 перк серия убийств. Это будет вариантом номер 2, и стоимость предметов для билда составляет 10 520 золота, что на 13% дешевле. Запомните эти цифры, это первое отличие данных билдов. Сейчас выделим другие отличия этих билдов. Сначала обратимся к итоговым характеристикам персонажа, далее уже к недостаткам и преимуществам в самом геймплее при использовании этих билдов на практике. На ваших экранах статы Хаябусы на 15 уровне с синим бафом и зельем на атаку. Вверху экрана характеристики через дефолтный билд, то есть первый вариант. Внизу вариант 2, через топор плюс сапоги на перезарядку. Не забываем о том, что и эмблемы у нас здесь тоже разные, то есть все учтено. Первый вариант имеет следующее преимущество: на 250 здоровья больше, плюс 95 физ атаки, плюс 6 физ проникновения, плюс 5% физ вампиризма, а также на 15% скорости атаки больше. Еще одним преимуществом является дополнительный чистый урон от бесконечной битвы, который в среднем даст нам порядка 10-15% прибавки к общему нанесенному урону при правильном использовании этого предмета. Кстати, на моем канале вы можете найти видео с разбором бесконечной битвы и штормового пояса в моем максимальном стиле, где я объясняю, как правильно ними пользоваться, а также о других очень полезных фишках. Кому интересно, посмотрите. И по варианту 1 пока все. Билд однозначно хорош, нет никаких вопросов, но теперь переходим к альтернативе. Какие же преимущества варианта номер 2? На 30 единиц больше маг защиты, что для убийцы неплохая прибавка, плюс периодичный щит, который впитает на 15 уровне до 1350 урона. Исходя из личной практики, в некоторых ситуациях это очень помогает. И следующим преимуществом является на 25% больше вампиризм от навыков, то есть 43% в сумме. И последнее преимущество: на 15% более быстрая перезарядка навыков. Что такое 15% на практике? На самом деле это достаточно много в случае со вторым навыком и ультимейтом Хаябусы. Сначала цифры, потом пояснение. Итак, первый навык. Перезарядка в первом варианте у нас 3 секунды, во втором варианте 2,4 секунды. Второй навык, то есть тени. Вариант номер 1 9,8 секунды, вариант номер 2 7,8 секунды. Ну и ультимейт Хаябы, вариант 1 27 секунд, вариант 2 21,6 секунды. В случае с первым навыком разница в полсекунды несущественна. Тем более, передвигаясь между тенями, мы будем сбрасывать КД первого навыка на 1 секунду за каждый совершенный нами прыжок. А вот второй навык — это уже интереснее. Здесь видим разницу на целых 2 секунды. Почему целых? Потому что по меркам МЛ это достаточно много, а в случае с Хаябусой, который имеет арсенал навыков именно для продолжительных сражений, где тени — это его все, и оборона, и наступление, и внезапная ротация с обманными маневрами, и все прочее, что дает Хаябусе возможность быть везде и сразу. Это реально много. Это такой герой определенного типа. Повторюсь, что типы героев, не классы, а именно типы, я разберу в следующем видео. Разница в 5,5 секунд на ультимейте — это также достаточно много и не менее важно, ведь ультимейт во втором варианте через топор будет очень даже прилично хилить Хаябу, в связи с чем будет давать возможность продолжать свои сражения. То есть в этом билде предметов и эмблем акцент сделан именно на продолжительные сражения, которые стают более реальными на практике, с максимальной перезарядкой и постоянным восстановлением очков здоровья, а также неплохим подсейвом щита от Золотого Метеора. И по второму варианту у нас все. Преимущество первого варианта непосредственно в самом геймплее заключается только лишь якобы в большем количестве нанесенного урона базовыми атаками. Подчеркиваю, якобы. И о продолжительных сражениях такого плана можно забыть. Да, вы можете за один ультимейт убить 2 врагов, а можете не убить. Так же, как и со вторым вариантом через топор, здесь все относительно и неоднозначно. И сейчас будет кульминация сравнения варианта 1 с вариантом 2. Для некоторых из вас это будет очень внезапно. Значит, в таблице лидеров я нашел реального игрока на Хаябе, который действительно является сильным мейнером и не катает подставы, как это у нас уже стало модным.
Он, кстати, использует точно такой же билд, как в варианте 1, и оказывается, что его среднее количество урона, нанесенного за матч, запомните эти цифры, в принципе соответствует среднему урону, который наношу за матч я, даже чуть меньше, но делаем поправку на ветер, он явно играет против более скилловых ребят, и там все не так просто, но тем не менее, это и есть самый весомый и неоспоримый аргумент, который доказывает, что не только общее количество физатаки влияет на количество урона, нанесенного в среднем за матч. При этом я обращу ваше внимание на колоссальное количество принятого моим хаябой урона за матч. Надеюсь, вы поняли, что я использую тот самый билд через топор. А теперь, посмотрев на эти два варианта снова, можно однозначно заявить, что лишь второй вариант имеет преимущество, что и следовало доказать. Он дешевле на 13%, он сейвовее, он делает хаябусу более мобильным, и в разы, как говорят цифры, более живучим, позволяет драться дольше и вносить больше импакта. На этом этапе у всех, кроме хейтеров, надеюсь, вопросы отпали сами собой, но если же нет, я готов с радостью вас выслушать. И да, я однозначно не называю, не считаю, что этот билд лучший в мире, но он реально хорош, как в теории, так и на практике. Он лучше раскрывает потенциал хаябусы, а также позволяет посмотреть на этого героя с другой непривычной стороны. Этот провокационный пример в данном видео был приведен, дабы показать вам, что даже устоявшиеся годами стереотипы можно сломать при правильном понимании героя и формировании его билдов, предметов и эмблем. Теперь вы наверняка знаете, на что стоит обратить внимание, в каком направлении можно и нужно двигаться. Поверьте мне, этот список совершенно не ограничивается одним лишь хаябусой, и я уверен, что при желании я сделаю с десяток подобных видео, наполненных эффективными и правильными, нестандартными билдами, которые перевернут ваш взгляд на тех или иных героев. А что вы думаете по этому поводу? Пишите об этом в комментариях, и до встречи в новых видео.